Вітаю вас, друзі! Тема нашего видео — подвесные ступеньки. Как их монтировать в стену или облицовочную стену, или вообще на доме они могут присутствовать, где угодно. Ну, в основном на подпорных стенах их ставляют, чтобы, допустим, с участка на участок передвигаться хорошо, или для красоты, для декора, или для того, чтобы поставить подвазонник или камушек какой-нибудь. Конечно, за счет таких вариантов, как я вам показываю, со ступеньками, можно поставить и столик, и раковину сделать, или такую стоечку для цветочка. Все что угодно можно вот таким способом сделать. И это хорошо и красиво смотрится. Необычные детали всегда привлекают взгляд. Мы начинаем новую работенку, то есть заборчик выводить. Посмотрим как. Хозяин не знает, доверился мне, поэтому мы будем тут делать на свое усмотрение. Но сейчас одна проблема началась: мороз. Добавляем добавки. Мы будем делать так: после первого камня мы будем видеть, что нам делать дальше. В основном так и бывает, так и происходит, потому что во время работы приобретаются новые идеи, и они становятся лучше прежних. И вот если вы посмотрите на наше видео во Владивостоке, это гранитные камни. В Греции мы делали с горного камня. Такие ступеньки можно делать хоть с чего, хоть с гранита, хоть с горного камня. Можно делать с любого камня. Можно поставить этот камень, стену умуровать, и он будет смотреться по-своему идеально. Обработанные камни, также необработанные дикие камни, также ступенчатые камни таким образом можно поставить. Или, допустим, как я вот здесь в Греции по 80 сантиметров сделал угловые камни для одного заказчика, и он поставил, и получилась красивая лестница, потому что 40 сантиметров наружу, 40 сантиметров вовнутрь, и действительно лестница добротная идет на крышу. Хоть вообще взять шпалы, разрезать напополам шпалу и со шпал поделать. Или, допустим, как мы в некоторых случаях 4 бруска скручены и то же самое оставили, и это долговечно. Можете какое-нибудь дерево, которое расходный материал, иногда бывает очень хорошее дерево. Или, допустим, бетонные блоки поделать, его как бы подтюкать молоточком, чтобы смотрелся под старинку, под камень, и это тоже будет смотреться красиво. То есть со всего чего угодно можете сделать такие же ступеньки, и они будут смотреться не хуже. Можно вообще с круглячка, наверное, сделать акацию, допустим, или дуб, забабахать в середину, и все это будет хорошо стоять. Единственное, что если дерево, оно должно быть, конечно, сухое, оно должно быть пропитанное, чтобы оно не расширялось, не поглощало влагу, потому что если у вас где-то вверху там 20 сантиметров, сверху камни стоят, если дерево расширяется, сужается, оно может даже порвать каменную кладку верхнюю, потому что в дереве много силы, когда оно разбухает. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как мы делаем подвесные ступеньки. Конечно, на самом деле сложно найти там длинные камни, метр или, допустим, 80 сантиметров, но вот как вы видите, вот я то, что нашел, то и есть. Допустим, у меня наружу выходит 25-30 сантиметров. Так же самое и вовнутрь они должны тоже 25-30 входить, чтобы его придавить и сделать добротно. Но если у вас камни положены на глину, естественно, эти ступенчатые камни, они должны быть еще длиннее для того, чтобы хорошо сделать массив, который будет держаться в подпорной стене. Поэтому любые камни, которые вы ставите на ступеньку, они должны хорошо быть вымощены и в том числе сверху придавлены. Итак, друзья, мы сегодня сколько сумели, столько выгнали. Поставили 3 ступеньки. Что еще, может, где-то выше немножко подставим, под вазочки, под гластры, что-нибудь как бы для красоты. Но прежде чем вы придавите этот камень, естественно, его нужно как-то удержать на своем месте. Для этого, конечно, лучше всего сделать подпорки. Подпорочку во время кладочки. Потом мы только сверху придавили камнем, забутовочку сделали. Когда вы сверху положите слой камней, и этот слой будет уже держать камень, когда это все высохнет, вы эту подпорку просто выбиваете, и этот камень уже никуда не девается, он будет вечно хорошо стоять, держаться, никуда он не выпадет, ничего, потому что он у вас идет 25-30 сантиметров вглубь, а то даже и больше. Поэтому такие камни нереально вырвать. Они стоят долго и хорошо. Вот этот камень,
Он, короче, смотрите, вот какой он, аж до сюда. То есть хороший такой камушек. Очень важно, верхняя часть камня должна быть перпендикулярна земле, то есть по уровню, одним словом, верхняя часть, чтобы хорошо становиться. Ну и смотреть, можно и на глаз поставить. Самое главное, чтобы вам удобно было ходить по ним или просто смотреть или видеть. Конечно, если это камни острые, конечно, можно сделать такую обтекаемость как бы камням, чтобы они смотрелись еще лучше, чтобы не резало глаз. Ну, камни можно хоть какие поставить, и они будут красиво смотреться. Можно обработанные камни поставить, а можно вообще не обработанные. И у нас смотрится красиво. Я вот смотрю на другой раз на свои работы. Думаю, классно. Если вы посмотрите на наши лесенки, верхнее покрытие, верхняя часть лесенки, ступеньки, верхняя плоскость, она ровненькая. Поэтому смотрится красиво. Хотя вот все остальные углы, они неровные, не прямоугольные, дикие. Ну и вот гранитные камни, какие были, такие мы поставили. Ну и как вы видите, мы не соблюдали там определенное расстояние. Хаотичность камней, она позволяет сделать как попало, можно сказать. Да, если камень обработанный, если камень резанный, если камень аккуратный, конечно, лучше соблюдать какое-то определенное расстояние. Но в данный момент оно не соблюдено, потому что у нас камни неровные, подпорная стенка, она сложена с камней разной фактуры, и поэтому то, что мы сделали, смотрится тоже хорошо. Ну и как вы видите, каждый наш камушек отобранный. И то, что мы сделали во Владивостоке, можно класть с габионного камня красивые подпорные стенки, красивые ступеньки, которые вмурованы в стенку. И за счет этого любой участок может приобрести определенный вид. Поэтому то, что у вас дома под ногами, вы можете хорошо и красиво строить. Мастера, стройте из камня, зарабатывайте, смотрите наши видео, заходите на сайт. Там очень много разных идей, с чего можно и как построить. Также состоятельные люди тоже заходите, смотрите, интересуйтесь. Это позволит вам более эффективно что-то строить или более уверенно разговаривать с теми мастерами, которые приходят к вам и начинают играть на чувствах. Поэтому заходите к нам на сайт, смотрите, учитесь, как мы делаем, как мы показываем, и все будет четко. Ставьте лайки, и про деревянные ступеньки мы сделаем отдельное видео, если вам, конечно, интересно. А интерес у вас мы поймем по вашим лайкам.